Алена опоздала к поезду метро. Она слышала его гул внизу, когда спускалась по неподвижному эскалатору. Все эскалаторы в метро были навсегда остановлены еще 3 года назад, но она не могла бежать по неудобным ступенькам в почти полной темноте. Следующего поезда пришлось ждать 40 минут, бродя по почти абсолютно темному перрону. Народу было немного. Метро стало слишком дорогим удовольствием, и до Алены отчетливо доносились обрывки разговоров. Говорили о каких-то роботах, будто бы заполнивших всю Москву и пожирающих автомобили и кровельное железо, и, что еще более невероятно, о танках, которые правительству пришлось ввести в город, чтобы с этими роботами бороться. Эти вечно дикие московские слухи. Подумала Алена и перестала прислушиваться к разговорам. Подошел поезд из 4 вагонов. 3 вагона для верующих московитян и 1 для советских безбожников. В каждом из 3 вагонов горело по одной тусклой лампочке. 4-й вагон был абсолютно темный. Зато они поедут в тесноте, а я поеду одна. Подумала Алена. Немногие из советских могли себе позволить такую роскошь, как поездка на метро, и вагоны для них часто оставались пустыми. Дороговизна метро была вызвана дороговизной электричества. Старший брат боролся за чистоту воздуха, установив огромные налоги на вредные выбросы в атмосферу. Он надеялся, что это вынудит владельцев теплоэлектростанций поставить более совершенные фильтры. Но фильтры оказались настолько дороги, что цена на электроэнергию подскочила в несколько раз. При такой цене выгоднее платить налог на выбросы, чем ставить фильтры. Потребление энергии при новых ценах упало. Таким образом, цель – уменьшить выбросы – оказалась частично достигнута, но не за счет более чистой технологии, а за счет сокращения потребления. Почти то же самое происходило и с другими эколого-экономическими начинаниями правительства старшего брата. Незначительное улучшение экологической ситуации достигалось за счет умножения нищеты народа. Недовольство народа росло. Московитяне успели отвыкнуть от бедности за 10 лет экономического бума, который как раз и поставил Московию на грань экологической катастрофы. Правительство старшего брата смогло прийти к власти только потому, что московитяне хотели компромисса между экономическим процветанием и экологией. Когда стало ясно, что такой компромисс невозможен, правительство потеряло опору в народе. Через 1,5 года после начала экологической революции уже было ясно, что дни зеленых братьев сочтены. На первый план стали выходить бескомпромиссные неолудиты, обещавшие немедленно навести полный порядок в экологии. За окном поезда мелькали пустые темные станции, очертания которых едва можно было различить в слабом свете, просачивавшемся из первых 3 вагонов. Поезд проезжал мимо, не останавливаясь на 2-3 станции. Тормозить поезд, чтобы потом снова его разгонять, это слишком дорого. К счастью, на Алениной станции не надо было долго подниматься по неподвижному эскалатору. Как и все станции на окраине города, она лежала неглубоко под землей. Что действительно пугало Алену, так это перспектива подниматься пешком по абсолютно темной лестнице к себе на 14-й этаж.
Когда она добралась до 4-го этажа, ей показалось, что смог здесь не так сильно режет глаза. Она сняла респиратор, осторожно вдохнула. Воздух оказался вполне пригоден для дыхания. Это ее приободрило. Совершать восхождение без респиратора все же легче. Прошла еще 2 этажа и окончательно выбилась из сил. Из какой-то квартиры на лестничную площадку просачивались звуки музыки. Алена вспомнила, что в это время как раз дают электричество, а значит можно прокатиться на лифте. Немного, не больше 3 этажей, больше она себе позволить не могла. Она вошла в кабину, набрала 9-й этаж и сунула в прорезь свою банковскую карточку. Лифт тронулся, и на счетчике побежали цифры, сумма, которую домовый компьютер снимал с ее счета в банковском компьютере. Так и должно было быть. Но одновременно с этим произошло событие, не предусмотренное создателями компьютерной сети. В банковском компьютере сработала программа «Фильтр», о существовании которой никто не знал, и относительно простой червь, вот уже 2 дня успешно скрывавшийся от Управления информационной безопасности Московии, активизировался. На черный айсберг ушло шифрованное сообщение.